нами лимузин Volvo на базе 960 Volvo. Его удлинили на 80 сантиметров. Его масса в данный момент составляет 3 тонны 100. И почему она такая? Потому что эта машина бронированная. Капсула защиты у нас B6. B6 это означает, что у нас защищены пассажиры. У нас многослойные стекла, у нас листы металла в дверях, крыша, пол. Да, то есть здесь разделено также, да, этой перемычкой. И за мотором, да, перед пассажирами также здесь у нас металлическая пластина, стена. B6 защищает от огнестрельного оружия и также взрыва гранаты, либо какого-то другого небольшого взрывного устройства. Машина у нас, как мы видим, в очень хорошем состоянии. Она имеет оценку Classic Data 1-, Note 1-. Это очень высокая оценка, около музейного состояния. Машина исполнена в очень красивом синем цвете. Такие цвета были очень популярны в Скандинавии и Японии. Есть красивое дополнение в виде полоски по борту. Этой полоской оснащались некоторые гражданские машины, да, то есть это была дополнительная опция. И в данном случае этот лимузин тоже дополнен этой полоской. Конечно же, здесь у нас бросаются в глаза флагштоки. Они с двух сторон. И с двух сторон их ставили, когда машина имела статус визитов международного класса. И, как правило, с одной стороны стоял флаг страны, кто принимает гостя, а с другой стороны флаг именно страны, откуда приехал гость. Лучше любых слов всегда есть какие-то факты. И в данном случае в этой папке часть, небольшая даже часть этих всех фактов. Эта машина участвовала более чем в 20 государственных визитах с очень высокими по статусу гостями, такими как император Японии Акихито, король Иордании, президент Франции, Германии, Италии, Исландии и многих-многих других. Список, правда, очень интересный, большой. Самый первый факт, который удалось найти, это была как раз-таки вот эта фотография. Здесь мы видим ключ, который сейчас остался есть от этой машины. На нем видно регистрационный номер. И здесь в кадре как раз-таки машина, которая сопровождает делегацию президента Югославии. Если я правильно помню, это был 2001 год. И это была первая фотография, которую удалось найти. Сердце нашей Volvo. Бензиновый, рядный, 6-цилиндровый мотор. 2 распредвала. 4 клапана на цилиндр. Это самый мощный атмосферный двигатель Volvo в то время. Выдает он 150 киловатт, либо в лошадях это 204 лошади. Мы здесь видим интересную особенность. Это распорка для усиления жесткости кузова. Да? Сделана она из-за того, что увеличилась масса. Здесь мы видим специальный накопитель. Он связан с системой отопления, кондиционирования. В обычных машинах его нету. Также очень интересный момент. Здесь выполнен таким образом датчик возгорания в подкапотном пространстве. Да? Получается, если у нас появится какое-то возгорание, перегорает один из проводков, и тогда в салоне будет сигнал, что пожар под капотом. Машина имеет дополнительную связь, то есть у нас радиосвязь и телефонная связь. Эти системы до конца полностью все не работают. Да, они включаются, но до конца не функционируют, так как после службы многие блоки были демонтированы. Здесь сзади мы также видим скрытые мигалки синего цвета. Важный тоже элемент, который ставился на правительственные машины в Швеции, это дополнительные огни заднего хода.
они устанавливались как раз-таки на шведские, скандинавские машины в связи с тем, что в зимнее время суток, а также осенне-весеннее темнеет рано, да, и в случае какой-то чрезвычайной ситуации, если необходимо будет сдавать как-то интенсивно назад, да, там, может быть, уходить от какого-то инцидента, то их можно было включить отдельной кнопкой и тем самым видеть, куда ты едешь задом на большой скорости. Смысл такой. Еще очень интересный момент. Они умышленно устанавливались разные. Здесь мы посмотрим, дефлектор такой, здесь он имеет другую форму. И, видимо, в этом логика была такая, чтобы не слепить сзади едущую машину. Другого объяснения не нахожу. Мы видим, что насадка глушителя, она закрыта перемычкой. И это было сделано для того, чтобы нельзя было что-то засунуть в глушитель. Интересная предосторожность. Эта машина четырехместная, но удобно здесь только 2 пассажирам. И то с тем учетом, что нету с собой в поездке дополнительных пассажиров. Здесь вот такие раскладные есть сиденья, и они были предназначены для телохранителей, либо дополнительного персонала, переводчики, либо кто-то еще. Мы можем обратить внимание, в каких все сдержанных тонах, материалах в этой машине. Здесь нету холодильников, здесь нету мини-баров, телевизоров и прочего, да. И это сделано намеренно, да. Потому что пассажиры этой машины, они понимают, что у них серьезная миссия, они приехали на серьезную встречу. И все эти факторы, они, конечно же, влияют и отвлекают. Поэтому здесь все самое необходимое и в специальных тонах. Сейчас, конечно же, велюр очень редко можно встретить, тем более в таком качестве. А в то время это было топ. Этот отсек имеет разделительную перегородку. Она из стекла, поднимается, вот опускается, по необходимости поднимается и отделяет тех, кто здесь сидит и общается с водителем и телохранителем. Связаться с внешним миром можно было через эту трубку, но только так, чтобы, согласовав с водителем, точнее даже не с водителем, а рядом с водителем сидел телохранитель, который по необходимости соединял, спереди стоит блок, радиоблок, и он уже по необходимости соединял по тому номеру телефона, по которому вы хотели позвонить. И здесь уже вы общались. То есть это было реализовано так. Конечно же, здесь есть радио, почему нет? Вот. И самое главное, это кнопка включения-выключения кондиционера, температура, холод, либо тепло и скорость вентилятора. Ну и, как я уже вам показал, кнопка поднимания, опускания стекла. Здесь для ног были специальные такие вот подставки, чтобы чуть дать больше комфорта. Интересный момент здесь в подлокотнике. Здесь была зеленого цвета и есть аптечка. Потом я вам покажу еще вторую аптечку. Она красного цвета была. Значит, эта аптечка находилась здесь. И также здесь есть молоток для стекол, да. Но это было, конечно же, не для этих стекол, а этот молоток предназначался для этого стекла. И опять же, я могу предположить, в случае какой-то чрезвычайной ситуации, чтобы можно было разбить это стекло и выбраться, возможно, через переднюю часть машины. Так он не откроется. На версиях Executive, и в данном случае на этой машине тоже, багажник можно открыть только ключом через замочную скважину, либо специальной кнопкой, которая есть в салоне. И это сделано для того, чтобы вещи, которые в багажнике, они оставались в безопасности. Вот, теперь мы можем его открыть. Здесь мы видим специальную капсулу для коммуникаций, связи автомобиля. Мы видим здесь крепление для флагштоков. В этой машине был реализован запасной выход, и он сделан через багажник.
Здесь вот интересная табличка. В багажнике не должно быть никаких вещей, чтобы не препятствовать тому, чтобы люди в случае экстренной ситуации могли покинуть машину через багажник. Здесь вот только лежит такой вот техническая сумка, домкрат, который в 2 раза больше обычного, потому что, ну, масса машины больше. Первое, о чем хочется сказать, сидя на этом месте, что с ростом, наверное, 1,90 м и выше, было сложно здесь сидеть, потому что, конечно же, эта разделительная стенка очень сильно ограничивает место спереди, спинку, конечно же, наклонить назад не получится. Вот, вы, видимо, всегда вот в такой вот рабочей готовности сидите, вот, и никаких развлечений, никаких, как говорится, откинуть спинку. Что в этой машине было установлено дополнительно, чего нету на других машинах? Как мы здесь можем увидеть, площадка для мигалки, мигалка на магните здесь. Также у нас есть вот этот вот нижний ряд кнопок, которого, конечно же, на других таких Volvo 960 нету. Здесь у нас кнопки включения мигалок, перед-зад. У нас здесь включение рации, право-лево. И дополнительные огни заднего хода. В обычных Volvo здесь, как правило, большой квадратный радиоблок. В данном случае это прямоугольный, в 2 раза меньше. И сверху у нас блок рации. В то время полиция Швеции и госорганы использовали эти компоненты компании Storno. Возможно, и сейчас тоже этого не знаю, но в то время это было Storno. Здесь мы видим, да, вот радиоблок Storno, саму трубку. Здесь также мы видим микрофон громкоговорителя. И это было сделано, то есть этот микрофон был сделан для того, чтобы, видимо, при необходимости общаться с людьми снаружи. Да, может быть, о чем-то их предупредить или попросить отойти. Здесь мы как раз-таки вот видим лампочку, возле нее надпись «Возгорание в моторном отсеке». Также у нас установлена здесь дополнительная кнопка поднимания-опускания разделительного стекла. У нас здесь, скажем так, кнопка с надписью «Evac». Это, видимо, эвакуация. При нажатии на нее ничего не происходит, но, видимо, это как-то было связано именно с эвакуацией. Интересный момент. Сюда в подлокотник перенесена Webasto. В штатных машинах она могла быть вот здесь. В данном случае ее перенесли сюда, потому что здесь уже не было места. Здесь очень важный момент, как раз таки аптечка в передней части автомобиля, она располагалась в этом кармашке, и она красного цвета. Поговорим про толщину стекол. Толщина стекол около 5 сантиметров. Естественно, это несколько слоев. Самый важный слой, последний, это специальный пластик. Он очень крепкий, очень эластичный, и он сделан для того, чтобы удержать как раз-таки пулю, осколок, да и сами, скажем так, даже осколки стекла, чтобы они не залетели в салон, в лицо людям и не нанесли ему увечья, да. Двери, конечно же, очень тяжелые. За счет массы стекла, за счет бронепластины, которая внутри дверей. Также мы здесь видим дополнительную петлю. Обычные машины, они с 2 петлями. Здесь же у нас 3 петли. Как бы это логично. Также у нас есть специальные фиксаторы на дверях в этой части, да, и здесь на самом кузове. Тем самым во время движения у нас дверь более надежно стоит, зафиксирована. Такие фиксаторы и применение 3 петель, это на всех 4 дверях. Стекла задней части имеют очень такую, на самом деле, приятную легкую тонировку. Да, посмотрим сюда, где у нас, все прозрачно. За счет толщины какое-то есть такое искажение. И здесь вот есть такая легкая
полупрозрачность, мы видим силуэт человека, да. Очень это хорошо дополняет и очень красиво смотрится.